И всегда бери с собой полотенце. Привет, дорогие друзья! Мы с вами находимся на остановке Турбаза, 2 часа до рассвета, и мы отправляемся встречать его на столбы в городе Красноярск. Итак, мы уже на какое-то расстояние отошли от цивилизации. Здесь у нас полная темень. Никого, ничего не видно, не слышно. Шумит река. Прекрасный лесной воздух. Такой свежий-свежий. И когда зашел сюда, напахло баней. Хвоя, обожаю. И перед тем, как сюда попал, началось еще одно приключение большое. Еду, а меня тормозит пост ГАИ. Такие: документики, пожалуйста, ваши документики. Куда едете? Говорю: на столбы. Он такой: ого, 4 утра на столбы. Ну вы гурман. Запахи обалденные. Главное в лесу не бояться шелеста листьев. Иначе вам будет очень страшно. Поэтому, ребят, будьте аккуратнее. Достал второй фонарь. И надо врубить музыку, чтобы не было так страшно. И петь песни. Потому что один ты в лесу, перед тобой неизвестность. Там очень на горе орали какие-то то ли собаки, то ли волки, не знаю, что это было. Такие... В общем, было страшно. Ладно, в путь. Итак, пройдена контрольная точка. Асфальт кончился, пошла гравийка. Потихоньку уже светает. Небо такое прекрасное. Ни одной мысли в голове. Так хорошо. Видел одно животное. Микромышь. Итак, дорогие друзья, пошел Пыхтун. Осталось совсем чуть до верха. Уже светает. Уже очень хорошо видно. И можно вырубать фонари. Аквапауза и продолжаем дальше. Валит пар изо рта. Состояние очень хорошее, только жарко. Думал, будет холодно, взял с собой зимних вещей, запасную термуху, шапку, штаны горнолыжные. Больше ничего не надо. Оказалось очень тепло. Отдышались, продолжаем дальше. Лесенка. Все здорово, только один минус. В носу образовывается роса. Совсем чуть-чуть. Последние ступеньки. Табличка «Осторожно, медведи». И я пришел. Да. Перевал. Осталось дойти до столба и позавтракать. Да, еще одна лестница, конец. А это слоник. По мне, это свинья. Самая настоящая свинья. Слышите, как птицы горланят? Какая здесь красота. Ах да, про свинью. Показываю тем, кто не верит, что это свинья. Вот уши. Вот глаза, вот хрюндель, вот рот, вот окорок, вот хвостик. Это свинья, это не слоник. 5 лет доказываю людям, что это не слоник, а свинья. Вон там хрюндель, вон окорок. Это свинья. Запомнили? Теперь идем дальше. Какая же здесь красота. Как свежо, как хорошо. Ты сможешь, бро. Видали, что на столбе написано? Ты сможешь. Значит, ты сможешь. Столб бабкас and внучкас. Ну, так написано на шлагах, которые здесь висят повсюду. Это же самое, когда была универсиада. И на вокзале были пирожки. Назывались для иностранцев с переводом пирожки с ливером and руками and копытами.
Почему не назвали столб Греннис? По-моему, так намного лаконичнее. То приходит иностранец и смотрит: Where is this бабкас? Where is this внучкас? Не пониматяс. Каково им? Давайте, переименуйте. О, какая красота. Да, вот еще. Учим английский. Скала дед. Rock dead. Who is dead? Скала перья. Лог перья. Львиные ворота. Львиные ворота. Запомнили? Львиные ворота, а не Lion Gates. Так что идем на Львиные ворота. Погодка просто огонь. Свежо, почти никого. Там на... Ух ты, грязь. Только там на скале Dead были слышны голоса. Почти пришли перышки. Птица. А вот еще одна. А вот и львиные ворота. У нас здесь две глыбы, одна и вторая, а между ними зажат камень. А вот и наш долгожданный рассвет. Полезли на льва. Вот они, львиные ворота, вид сверху. Красивый рассвет. А вон лев. И мы с вами пойдем вон туда. Осталось совсем чуть-чуть, и мы почти залезли на льва. Самый верхний камушек. И перышки, левушка, воротушки. Дамы и господа, мы на льве! Мы на льве! Смотрите, какая красотища! Красота какая! Какая красотища! Как высоко, как красиво! Какой вид! Я сейчас лопну от счастья. Здесь так красиво, так хорошо, так тихо. Друзья, зрители, подписчики, случайные прохожие. Сейчас 29 сентября, 8:13 утра. Я нахожусь в заповеднике Столбы, на самом верху столба лев, сзади меня перья, вон там львиные ворота. Я один. Тут тихо, так хорошо. Никого. Объявляю вечеринку социопатов, социофобов и интровертов открытой. 8:19, 29 сентября. GoPro-шка пытается снять таймлапс с рассветом. Вот старенький Garmin. Ой-ой. Пытается снять рассвет. Старенький Garmin. Вот высота. 694 метра, перья, и вот наш путь от машины. А теперь время завтракать. Казинаки и чай с мелиссой. Для тех, кто не знал, что брать с собой в поход, пачка казинаков в одной такой пачке 900 килокалорий. У моей основной камеры замерзла батарейка, поэтому пришлось перейти на GoPro-шку. У меня возникли большие проблемы со звуком, поэтому звук пришлось писать дома. Прошу прощения за неудобство. С
чего вы взяли, что это дед? Это горилла. Вот брови, вот яйцеголовая голова, вот большие глазные яблоки, а вот большая выдвинутая вперед обезьянья челюсть. Это горилла, а не дед. Вы чё, ребята? Где здесь бабка, а где здесь внучка? Кто вообще придумал эти названия? По мне, думаю, их надо переименовать. Столб, куча. А вот на этом дереве я увидел дятла. Большого дятла с полосатыми перьями и красным хохолком. Он сидел на суку и долбил его. Треск стоял на весь лес. Почему у дятла не болит голова? Все дело в строении его черепа. Его язык входит в черепную коробку и делает небольшой виток вокруг мозга. И когда дятел долбит сук, его язык играет роль амортизатора, и у него не болит голова. А вообще зачем дятел долбит дерево? Кто-то может подумать, что он его ест, но на самом деле это не так. В дереве живут разные жучки, личинки, короеды, червячки и все остальное, и дятел ими питается. Жучок пытается прогрызть дерево и уползти как можно дальше, а дятел раздалбливает деревяшку и пытается догнать жучка и его съесть. На GoPro, к сожалению, не видно, но тот дятел так сильно долбит дерево, что под ним трясется ветка, и все дрожит вокруг. Скала второй столб, рок второй столб. Ну почему не second rock, а второй столб? Природные корни – самая лучшая лестница, по ним очень удобно взбираться. Кстати, сейчас пока залазил, я вспомнил про горных козлов. У горных козлов у них спаренное копыто. Причем интересно, что копыто – это не жесткая подошва, это что-то наподобие пальцев, и они шевелятся. И когда горные козлы лазят по скалам, по чему-то еще, они шевелят пальцами и крепко хватаются за поверхность, и тем самым они не падают. Ну чё, пошли дальше и не падать, как горные козы. Теперь мы дошли с вами до столба номер 2. Как думаете, на что он похож на самом деле? Не на двойку? Да вряд ли. По мне это жираф. Да-да-да, точно, это жираф. Вот смотрите. Вон жирафья морда, челюсть, язык, голова, рожки и длинная шея. Пиши в комментариях, как думаешь, на что он похож на самом деле. А еще я думаю, что он похож на кресло. Вот спинка, подлокотники, сидушка и длинная выезжающая штука под ноги. Да, точно, наверняка это кресло. Пиши в комментарии, как думаешь, на что на самом деле похож этот столб. А мы сейчас на него залезем. А сейчас внимание! Красота через 3, 2, 1. Вуаля! Красота! Как же здесь красиво! Это невероятно! А вот кое-кто хочет тоже полакомиться нашими козинаками с чаем. И это горный бурундук. Или как он там правильно называется. А знаете, почему у бурундука на спине полоски?
Как-то раз Бурундук поспорил с медведем о том, сколько дней в январе. Бурундук говорил 31, 31, а медведь ему 30, 30, а Бурундук ему 31, 31. Медведю не понравилось, что ему в январе на один день спать больше, и как возьмет, да и как полоснет Бурундука когтями по спине. С тех пор у Бурундука на спине полоски. Если спуститься со второго столба, вернее с дивана или с жирафа, и пройти чуть-чуть вправо, не в сторону первого столба, а в сторону чуть-чуть дальше, там будет овраг с надписью «Осторожно, медведи» и еще один столб. На нем я здесь первый раз. Похоже на сторожевую башню. Большая труба, защитная стена и лестница. Вполне интересное место. Ни разу здесь не был. Так, расчесаться. Да, батарейки все сели, зарядки больше нет с собой, поэтому пишу на резервную камеру. Старенькую мыльницу Canon 643. Я здесь в одиночестве, на столбах. Пью чай с сахаром и мелиссой и заедаю казинаками. Чай с казинаками на столбах. В одиночестве. Что может быть лучше для интроверта? Конечно же, встать на столбе и поорать туда куда-то вдаль. Это просто классно. Ведь так здорово побыть в одиночестве, поорать, побыть со своими мыслями. Хотя интересно, когда здесь идешь, мысли вообще растворяются. Их нет. И так хорошо. Многие на моем месте бы сюда бы в одиночку бы не пошли. Ну, во-первых, я шел встречать рассвет. Кто-то говорит, что опасно, можно упасть, повернуть ногу, случится что-нибудь не то. Но в основном люди боятся одиночества. А есть такие люди, волки или коты, называйте нас как хотите, нам не доставляет дискомфорта, когда мы одни. Это совершенно не дискомфортно. Это хорошо, это привычно, это нормально. Когда человек сам с собой может быть оставаться самим собой. Тем более много лет катался я один на сноуборде, на велике, иногда с другом. На борде один катался. И люди меня спрашивают: друг, ты как так совсем один? А я говорю: а что такого? Нормально же, классно. Вот и тут люди боятся одиночества. Часто людям нужна компания. Но есть люди, которые наоборот, им хорошо, когда они одни, когда могут куда-нибудь сходить, в безлюдное место, поорать спокойно во всю глотку, посидеть, пофоткать, поесть. Это так классно. А многим это не понять. Поэтому, бро, если ты со мной согласен, дай кулак к монитору, и ты знаешь, что делать. До встречи в новых видео. Жми подписаться, лайк и пиши в комментарии, что лучше, гулять одному, либо с народом. Пока. Да, я это сделал. 12 часов назад я был на вот этом месте и записывал вам здоровалку. Дата сегодняшняя. Расстояние 19 километров. Время движения 5 часов 27 минут. Время на месте 6 часов 16 минут. Суммарно почти 12 часов. Да, это сделал. 12 часов назад был вот здесь. Спасибо за внимание. Спина хлам. Настроение лучше некуда. Всем спасибо. Пока.